пока мы грузимся. Грузимся, грузимся, грузимся. И заходим. Так, это сюда. Угу. Всем приветики. Всем привет, кто есть. Да-да. Народ там потихонечку по-любому собираться будет. Мы пока ничего серьезного представлять и не собираемся. Мы пока вспомним, что делали до этого. Вот вы собрались передо мной. Боитесь, дрожите, детей к груди прижимаете. Да, это мы заставку смотрели, мы ее повторно смотреть уже не будем. Ну или под конец там в последней серии, может, вспомним, что нам показывали. Вот. А сейчас возвращаемся В к игре. поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Это, как обычно, нам продекламировали цель нашего, так сказать, путешествия в данные земли. Найти одну ведьмочку, черновласую, красивую, с которой мы мутили. Отставание, кстати. Я вот все настроил вроде. Только чисто консольная осталась. Пока что. Так. Да, давайте вспомним, на чем мы закончили, так сказать, первые слова. Так, у нас что было? Мы поизучали территорию данной местности, зачистили пару лагерей, одни из которых были бандиты, вторые там были призраки, опять же. Уничтожили 2 прошлых гнезда чудовищ, трупоедов. Угу. Так, что мы еще сделали? Вспоминаем. В конце-то концов. Да. И не поставили седло. Я вот до сих пор все вспоминаю. Седло я хотел поставить. Или оно стоит уже? Стоит. Надо поставить его. Вот, да, на плотву. На хорошую, прекрасную плотву. Поставить эти сумки. Всем привет, кто заходит. Да, потихонечку, так сказать, собираемся в долгие путешествия на великие нежданные. Так, потихонечку. Так, 27 воды, неплохо. И сколько у нас переносимый вес? 90. Ну, считай, в половину даже увеличили. Ага. Уровня у нас 2 еще нету. И очко делать бонусное тоже, соответственно, некуда. Давайте тогда в тайничке еще заглянем, что оставили. А то, может, меня память подводит, и что-то мы упустили. Нет. Вот эти руны нам, в принципе, пока и не нужны. Мы пока никакой билд не собираем. Ну и улучшение, соответственно, на всякие модификации оружия и брони. Так. Ну это продать можно было бы потом. Или разобрать. О, привет, Нудами. Привет. А мы тут пока потихонечку, да, рассусоливаем. 49 топоров, 686 монет. Но они вроде по 14 не стоили ранее. Ну ладно. Продадим их, думаю. То что хранятся.
Как раз к кузнецу сходим. Я еще один интересный момент не понял. Комбинезон у нас порванный, по-моему. Вообще вдребезги. Или он просто выглядит так? Нет, нормальный комбинезон. Он просто по-уродски выглядит. Типа какой-то весь поношенный. Весь такой, весь замызганный. Ладно. Топоры пойдем продадим. Значит, вот этому челику. Всем привет, ребят. Всем привет, кто присоединяется. Много работы. Мы тут потихонечку Очень много. собираем мозги в кучку. Приветствую. Здорово. Дай-ка А у него, кстати, деньги-то обновились. 55 монет. А нифига нет у него, считай. Это он сколько топоров купит? По 2 монеты. Вот 27 штук. Эх, актуальная цена была по 14, как я помню. береги себя. Кузнец, возможно, эти топорики, кстати, тоже купит. А то оружие, по крайней мере. Тишь на полях Нильфгарской страны, Эмгир император. Так сказать, целью сегодняшнего прохождения, не поверите, не поверите, Старого клиента. будет победа над этим пожухлым грифончиком. Сегодня, то есть, под конец стрима мы должны его замочить. Покажи, что у тебя есть на продажу. Да-да. Ну ты... Вы что, сударь? Сегодня у нас, так сказать, еще один рабочий день. Завтра у стримера выходной. И 2 последующих выходных тоже. Так что считайте, это заранее записанный стрим на последующие дни. А то дел навалилось куча, надо будет их делать. Ну почему ты не покупаешь тупые топоры? Вот странный мужик, честное слово. В принципе, чинить нам практически нечего. Ну, штанишки еще починим. Тогда сейчас топоры в тайник закинем. И пойдем... А куда мы пойдем? Сейчас посмотрим по карте. В принципе, можно будет на болото тогда сходить. Посмотреть основное задание. Там расспросить нильфгарцев. Вот он. Запыхался, бедный. Йеннифер. А нашей, так сказать, неизгладимой и прекрасной, не знаю, возлюбленной или просто девушкой. Но кому-то она, как-то она ведьмаку приходится в каком-то плане. Так, вроде все собрались. Так, посмотрим по карте. Так, получается, мы вот тут вот проезжаем вдруг у хутора, заезжаем на эти болота. Тут еще домики можно будет пообследовать. Тут заезд. Вот тут непонятно, вот как забраться, может уступ какой-то будет или лесенка. Возлюбленная, да? Ага. Но я как слышал, там... То есть, с Рыженька у нас уже все в завязочку, да? А так в ходе игры между ней и еще одной. Ага. То есть в концовочке мы будем выбирать. Могу предположить. Ну или опять же 2 выбирать. Кто какой, так сказать, решит сделать выбор. Ладно, давайте тогда вот в данную деревню сходим, посмотрим, что она из себя представляет. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Но! Мужики начали ведьмака пытать. То так курат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Прикольные тут такие, так сказать, диалоги NPC между друг другом и сами с собой. Прикольно прописано. Давай! Ведьмаки поганые.
Урона, кстати, Вот вот не так это вот быстро. наш галоп лошадью не наносит ни людям, ни монстрам. Вообще странно. Вот, значит, как, да? То есть у нас только один выбор. Понял. Ну, еще концовка без всех есть. Лесопилочка. Вон там волки я вижу. Давайте их замочим. А то что они тут мешают мирному люду проживать? Так, значит, наложим на себя Квен. Будем использовать Игни. Он довольно-таки неплохо их жгет тут. Здравствуйте. Что, драться расхотелось? Раз, два, три. По жопке получил волк. Раз, два. А вот они уклоняются. Ну, в принципе, если волков двое... Ой, он нам тут укусил. Волков менее чем трое, то с ними довольно-таки просто справиться. А так они вообще-то гасить. И в принципе тут тайминги тяжело подобрать. Можно, но тяжело. А это что тут? Кроличья шкура. Они кролика скушали. Ну что, паскуда? А, и все. Собачье масло собираем. Даже не представляю как. А это что такое? Как он называется? Ну вот сейчас закончим, надо будет прочитать. Это что за карлики такие маленькие? Какие-то очень злобные карлики. И довольно-таки сильные. А куда это он? Это что-то он подлагивает, что ли? Я не понял. Он прыжок то ли входит, то ли наоборот не залезает. Опа! Накер. Я сначала прочитал немного по-другому. В мозгу, так сказать, слово просмаковал. Подумал, что их по-любому не так зовут. Малый синий мутаген. А, с них мутагены падают. Неплохо. Так, ну про волков понятно, они в принципе такие обычные противники, призраки. Против них Квен работает. Ну, тут не пишут, как они типа с ними бороться, просто основная информация о том, что о них считают. Накер. Пу-пу-пу. Будьте внимательны, Мирздари, да. Под мостом завелись накеры. Если поедете группой, не задерживаясь, то бояться нечего. Но ежели у вас там ось в телеге полетит, ежели вы там застрянете, закройте глаза и молитесь Милетеле. Богиня какая-то, видно. Городской стражник это из Венгерберга написал, да. Он в смысле накер не опасен, он там какой-то дикий прям был. Прыгал, кусался, дрался. 5 могут вызвать кое-какие неприятности, а 10 способны убить даже опытного воина, особенно опасные и сильные особи, а также более редкие разновидности накеров, называемыми стухачами, своеобразника. А что с ними в бою поможет? Ветер, какая-то бомба, возможно замораживающая, и масло против огров. А, они под категорию огров относятся, значит. Понятненько.
То есть есть большие, маленькие огрики. Давайте посмотрим, что мы можем сварить против них. И хватает ли нам ингредиентов. Чертов гриб мы варить не будем. А масло-то еще будет, и все. Рецепты найти, как я думаю, надо, да? У нас нету рецепта масла против огров, против призраков. А, против призраков есть, а против огров нет, да. И против волков тоже нет. Ладно. Вот тут, соответственно, еще пару накеров должно быть. Да. Не видно за кустами, они, блин, маленькие. Вот двое уже, это плохо. Раз, два, три. Что, драться расхотелось? Та-та-та. От троих уже. Раз, два, три. Раз, два, три. Ласточку изучить. Хилка. А мы уже можем ее изучить? Сейчас посмотрим. Ласточка не сюда. Эликсиры. А, в бою нельзя. Но из боя выйдем. То есть она дает нам 20 интоксикации, длится 20 секунд и ускоряет восстановление здоровья. На полученный урон приостанавливает восстановление здоровья на 2 секунды. То есть, получая урон, мы как бы тормозим наше заживление ран, понятно. И тоже используется алкоголь. Да, спирт используется в ингредиентах. Угу. А это что? Позволяет видеть в темноте. Увеличивает шанс удара. Правда, не пишет насколько. Тут нужна еще водная эссенция. С какого-то моба, наверное. Духа, может, какого-нибудь водного. Или элементаля. Да. Еще есть белый сад. А это вообще интоксикацию снимает. И отменяет действие эликсиров. Ну, типа, закинулся 5 штуками зелий, понял, что откисаешь, выпил, и нормально. Ладно. Ну, в принципе, кайт монстров удобная вещь. То есть такой подошел, они отбежали все вместе, и ты так потихонечку их кромсаешь. Опа, сразу по 2 им дали. Так. Сейчас по троим. Опа. Раз, два, и все. И сразу троих. Ну, нормально. А этот еще что-то покорчил из себя. Интересно, а мутагены продавать-то можно? У нас как бы они копятся. Я их не особо, пока у нас 2-го уровня нету. Засунуть-то никуда не могу. Что он делает? Знаков на 5% увеличивает. Всех знаков притом. Ну, если учитывать, что наш меч еще на 3% увеличивает, то считайте почти на 10-очку. Давай. Ну вот они, блин, эти. Чисто тайминги у них постоянные по атакам. Без передышки. Они тут волков видно закромсали. Это зайка, что ли, или белка? Да, они тут, видно, территорию подчищают, сражаясь друг с другом. Интересный факт. Мобы между собой сражаются. Ну, точнее, разного вида я имею в виду. А магию-то юзать будем сегодня? Нет, сударь. Ой, тут птички налетели, воробушки. Сдохни! Поддерживаю данные изыскания. Добрый вечер, Зет. Добрый. Ну,
Как можешь заметить, в описании, точнее в названии ролика написано небольшое, так сказать, превью к тому, что мы сделаем. Но грифоны собираем, да, собираемся их сегодня валить. А то пожухлые птички уже заждались. Сейчас тут шкурок налутаем. Какие-то эти накеры, очистители леса. Мы тут пока до миссии идем основной. Ходим, всякую живность гасим. Ну или живность себя гасит, тут смотря с какой стороны смотреть. Так, давайте позовем нашу лошадку. Во второй локации, значит, все и испробуем. Это отлично. Вернуться же в первую можно будет, потому что, ну, как бы было бы нехорошо, если бы я, например, быстро бы по сюжету прошел бы, а у меня тут неисследованные области остались бы. По-любому вернуться-то можно. Тут деревья попилили. А вот и деревенька, кстати. Так, как только ты во вторую локацию уйдешь, так к сюжету через... стримов 20 вернемся. Понял, там столько много всяких допок, заданий и всяких секретов. Ну, по-своему даже и прикольно. Можно локации поизучать, подеталь. Так, тут есть какие-то проблемки. А эти проблемки решаются только полным изничтожением данных особей. Так что давайте. Так, Квен сразу долбанем. И Игни возьмем, да. Так сказать, на всяк случай повесим на себя доп защиту. Не задел второго, блин. Ладно. Не туда ты отпрыгиваешь. Вот прям в самую гущу. Это не тактика, а какая-то... Ё-моё, надо сохраниться было. Да, надо было сохраниться. Они что-то меня с 2 ударов ваншотнули. Я не понял, прошлые трупоеды, они были послабже. Они минимум, ну, по 1/5 забирали здоровье. Эти, видно, по уровням повыше. Я не обратил внимания. Вот, и где мы сейчас начнем? Прям тут. Вот, отлично. Так, Квен долбанем. Зеленая циферка, их уровень. Ну, над здоровьем там или рядом с здоровьем. Кстати, зацените новый значочек. В правом нижнем углу у нас находится рунный камушек, обозначающий наше, так сказать, сокращенное обозначение будущего названия канала. Ну ладно, не секрет уже. Канал будет называться Crow with Gathering. Gatherings. Кто шарит за английский, то сразу поймет. Да. Красная циферка — это конец. То есть они с одного удара, да, могут нас ваншотнуть. Понял. Опять же, спасибо нашему хорошему модератору. Все оформил в кратчайшие сроки. И самый момент. А почему у нас не сменилось название? Или оно сменилось уже? Вот не должно было. Ну, короче, ладно. По-русски мы вообще придумали. Называется «Посиделки с Вороном». Название канала. Типа отталкивались сначала от вот этого прошлого, так сказать, ника. Да, еще стоит. Да.
отталкивались от прошлого ника, но потом такие подумали и решили, раз у нас в стиле преобладает персонаж Ворон, ну или все связанное с темными цветами, вот, вороны как благородные, так сказать, представители своего семейства довольно хорошо вписались в нашу эту, как это назвать, в представление о канале, да, вот. Да, минимум завтра. Там я до этого еще, когда актива на канале было мало, решил что-то с ником там немножко его поменять. Вроде все применил, а ничего не, ну, так сказать, не изменилось. YouTube залагал. Вот. И мы вот спустя вот недолго столь времени решили опять поменять. И YouTube об себе вспомнил. Да. Так сказать, вот как-то так. Так что можно потом меня спокойно называть Вороном. Даже хорошо звучит. Неплохо. Ой, тут и волки еще прибежали. Правда, я их не звал ни разу. Токсичный ворон? Ну, во-первых, мы не токсичные. Токсичное комьюнити у нас нет. У нас только истинно интеллигентные, способные понять столь высокоутонченную мораль, как тут. И которую мы показываем. И о которой говорим. Да. Ладно, извините, это чуть-чуть внутреннего меня сейчас сыграло. Да. И тоже, да. Тоже об этом думали. Да. Это тоже входит, так сказать, в олицетворение, так сказать, вороном. Как канала, в принципе, нас. Да. Фу. Ну вы что? В будущем будет и не столь малое философское, так сказать, изречение, как это. Будет еще. Так, надо сохраниться вообще, я хотел. А зеленого это значит, они нам дают в 1,5 раза больше по голове. Понятно. Ну, потихонечку. Но я же видел врагов, например, призраков. Вот призраков 6-го уровня. И они вроде как бы не особо даже много урона наносили. То есть, если они не зеленого цвета, то не страшно, да? То есть, зеленый цвет это как бы новая категория врагов, противников. Покончим с этим. То есть это просто обозначает, что они не особо сильнее, ага. А вот призраки, которые у 6-го уровня, они по-любому уж сильнее меня. Но я не замечал, что они красного. Ну или просто не хотел этого замечать. Сейчас я чатик посмотрю, мы тут немножко их раздербаним. А то они тут... О, я Ули, кстати, видел летающий. Вот хпшки вообще нету. Ну, постоим, пока похилимся. Я в чатик посмотрю. Так, плюс все мобы имеют разные характеристики. У тех же накеров был 6-й уровень. Ага. Призраки это призраки. Понял. Значит, призраки отпадают под определенную категорию.
Знаю данную игру, да, да. Видел обзоры. Сам-то не играл, конечно, но обзоры видел. Приобрести на консоли я, конечно, посмотрю Disco Elysium, но это опять же на будущее все. У меня пока план, график игр записан. Ну, то есть, вот мы сегодня Грифончика добьем. Так сказать, первого босса этой первой легчайшей кампании. Ну, думаю, следующий стримчик можно будет разбавить чем-нибудь новым. Так сказать, на одном не зацикливаться. Вот. Может, продолжим Crysis, первую часть ремастерит. Там, в принципе, игра не особо длинная. Вот. Опять Квен используем. Либо начнем, ну не знаю, начнем какую-нибудь другую. На примете-то игр много. Да, Crysis это хорошо. Покончим с этим. Особенно, когда тебя там 5 человек за 2 секунды убивают. Так, секунду. Что-то монитор резко погас. Не знаю, к чему бы это. Сдохни! На секунды 2. О, кстати. Я тут медик вижу. Можно будет собрать. Так. Секира, да, есть Секира, но вы представляете, сколько долго я его буду проходить? Там я как минимум одного босса, ну, часа 2 проходил. Окей, вот на этим горящими рогами, да. Секира. Вот кто хочет Секира, плюсаните, кто хочет Crysis, минусаните. Вот из 5 человек, из 4. Кого больше, то и пройдем. Мне это как бы, ну, конечно, будет больно Crysis проходить. 2 плюса, 3 плюса, ладно, перевесили. Уже как минимум Я не понял, а почему здоровье у них восстанавливается? У них здоровье восстанавливается, я не понял. Это что за механика? Отошел, они восстановились. Это я только должен был я так делать. Ну что, паскуда? Опять же, потом научимся делать опросники. Я пока не особо шарю, как это делать. Все, затащили наконец. Ну, я понял, что трупоеды, но они как бы восстанавливают. Ну, я их побил там, например, до половины хп, отошел, похилился, с чатом поговорил, а они взяли, прихожу в бой, опять отхилились. То есть у них как бы здоровье само восстанавливается. А, поели? Это вы имеете в виду игровая условность или просто так, типа... Модератор против Секира. Ну, модератора никто не спросит. Чатик решил, что Секира. Ну ладно, я посмотрю, что можно будет сделать. Секира надо будет установить. Тогда несколько там места освободить. И мы освободили деревню, как я понял. Тут новое. У нас место с жителями появилось. Да, спасибо, мы подняли уровень, нам буквально где-то опыта 30 не хватало. А тут мы зачистили территорию и дали уровень. Да, все так. А я думаешь, зачем опрос проводил?
Чтобы все было честно. Я пока так вкусно это йогурт уплетаю. Так. Поместите у нас мутаген открывается без этих, без всяких там потраченных очков, да? Спасибо, спасибо. Ну, модеру и так будет весело, он любит смотреть за страданиями бедного меня, бедного. Так, ну я понял, спасибо, да? Спасибо. Мы помещаем мутаген, у нас действует как на постоянной основе. Типа пассивка такая. Ну, знаки я не знаю. У нас плюс 50 здоровья. А у нас сколько здоровья в данный момент? Здоровье у нас сколько в данный момент? Можно характеристики вроде тут было посмотреть, да. Урон при быстрой атаке 85. Шанс крита всего 5%. Всего 5% крит урон. Это мало очень. У нас 3600. Ну, то есть 50 единиц они вообще ничего не дадут. У нас буквально на полсекунды, даже на 0,1 целую секунду подольше поживем. И все навыки синеветки. Ага. Первый слот усилит ближайшие к ним квадраты. Первый слот усилит ближайшие к нему квадраты. Энергии, кстати, у нас 100. А энергия это у нас типа восстанавливаемая шкала знаков, как я понял. Ладно. Мощь знаков плюс 2. Ладно, так. Ну давайте поставим мутаген на это, потому что, ну, здоровье я вообще не вижу смысла ставить. И надо какое-нибудь умение взять. В алхимии я вообще не шарю пока. У нас мы в деле, в принципе, пока варить не особо можем. О, хилочку, кстати, надо сделать. А, 3 квадрата будут дополнительно усилены. То есть, например, мы ставим синий мутаген и ставим в эти 3 ближайшие к ромбику умения из синей ветки, да, и, то есть они будут посильнее. Ага. Увидим линию. Понял, все понял. Ну, давайте думать, что будем улучшать. Можно улучшить знак. Например, какой-нибудь КВН. Что он дает? Щит, который держится до тех пор, пока не поглотит 6% от максимального здоровья, максимального уровня здоровья. То есть у нас он по факту не одноразовый. А одноразовый он потому, что мы играем на максимальной сложности. Ага. 6% от 3600. Это получается 60 плюс 60 плюс 60, 180. И 6% от 600 это... От 600 это... Ну, где-то 30 с чем-то. Ну, короче, здоровья немного дают. Ну, это, точнее... Да, все, пошла статистика. Так, на что будем делать билд? Билд от мага, как я понял, через синюю ветку. Билд через арбалет, там через первые 2, если две ветки качаться, там быстрые атаки и тяжелые, соответственно, арбалет. И адреналин действует на все, как я понял. Вот понимаешь, Зет, я еще не представляю, как играть через арбалет. Ну, точнее, я видел прохождение, но я не разбирал. Там же надо определенные предметы какие-то искать. Там какие-то стрелы определенные, опять же. Там умения надо, вот это все.
Хороший навык у ворота и типа мувсеты противников. Знак на подчинение разума открывает новые опции в диалогах. Ну, вообще прикольно. В красноречии я обычно, если играю в какие-нибудь игры, основанные на диалогах, то красноречие я качаю в первую очередь. Достаточно понять, что очень... Я уже даже осознаю, что там все плохо. Когда щит КВН разбивается, то отбрасывает врагов. Восстанавливает 0,5 секунд энергии в секунду. Это у нас вот этой акции, да. Ненадолго выводя его из боя. Цель не приближается к Геральду, пока тот накладывает акции. Кроме того, увеличивает эффективность акции в диалогах. Билд через алхимию крит. Но крит это всегда было хорошо и вкусно. А через алхимию это, то есть там эффективность зелий различных качать, да? Пу-пу-пу. Но думаю, я такие имбовые билды буду только собирать к прохождению 2-3. Когда там на чили уже такой разносишь все, что можно. Дальнобойный арт. Арт мне в принципе не понравился. Он какой-то, ну вообще, просто как бы пошатывает противника. Это у нас Игни. Ага. То есть урон, нанесенный Игни, также ослабляет вражескую броню. Действует, ну, против людей, скорее всего, и против каких-нибудь мощных огров, скорее всего, будет действовать. И может составлять не более 25% от нее. И все энергию восстанавливает, кстати. Акции в диалогах периодически выводит не к самому лучшему решению. Ну, это логически, там, да, надо, так сказать, правильный и удобный момент использовать, а не когда на тебя 50 человек смотрит, или там противник какой-нибудь сверхразум. Позволяет пить ведьмачьи зелья. Хорошо, звучит хорошо. Зелье. Ты можешь навык открыть и сразу... 2 очка, да, у нас же с этого, с камня силы по факту 2 очка. Мы же можем в один все бухнуть или открыть 2 разных, например. Ну, пока присматриваемся. Я даже не знаю. Вот нам надо что-нибудь на улучшение урона. Билд через воина, ну, он самый понятный. Ну, то есть, через тяжелые атаки играем, либо только через эти быстрые. Отражение стрел, ну, тоже прикольно. Сокращают урон, получаемый при уклонении на 100. Это вообще хорошо звучит. Контратака. Я контратаки пока не особо научился делать. Что там дает убить? Каждое очко адреналина дает 1 шанс убить противника на месте. Эффект срабатывает не чаще, чем в 15 секунд. А это даже интересно. Ну это да, понятно. Там у тебя все равно все, что хочет, ваншотнет. Но все равно круто звучит, по крайней мере. При наведении арбалета время замедляется на 50%. Так, следующее. Каждый болт, попав в цель, повышает адреналин на 0,1 единицу. А какова скорострельность тогда этого арбалета? Выстрела на 20% увеличивает. Ну, такое нормально. Критические выстрелы лишают чудовища возможности использовать специальные умения на 10 секунд. Я не знаю, что за специальные умения. Это про адреналин, да. Когда уровень здоровья достигает 0, начните его восполнять с помощью адреналина. Объем восстановленного здоровья зависит от поглощенного адреналина. То есть, чем больше адреналина, тем у нас больше здоровья восстановится. То есть, с одного удара он сразу слетает. Типа такой пощечина и все. И фигак ты хладнокровный. Лезвие бритвы мгновенно дает 1 очко адреналина в начале боя
То есть 10% в начале боя сразу идет у нас. И в ходе боя, то есть если нас ударят, у нас опять 0, и мы по новой набираем. Ага. И выработка адреналина на 10% увеличивается. Вообще хорошо. При наложении знака используются 3 очка адреналина, если они присутствуют. Это повышает до максимального уровня, открывая все бонусы, и увеличивает мощь знака на 100%. Я думаю, с магом из синей ветки было бы имбище, конечно, но до этого идти далеко. Увеличивает шанс критического удара на 4% быстрой атаки, а урон критический на 25%. Атака в развороте наносит удар всем врагам. На протяжении всей атаки расходуется энергия и адреналин. Я не знаю, что такое атака при развороте. Быстрые атаки теперь вызывают эффект кровотечения. Жертва теряет 50 единиц здоровья или эссенции. Эссенция это типа замены здоровья, наверное, как у призраков. Длительность 5 секунд. Билды постепенно собирают. Ну да, но их надо как бы понимать билды, что ты из себя хочешь сделать. Убер-мега-машину с мечом, мега-убер-машину, контролирующему разум цели, или мега-убер-арбалетчика, который очень плохо себя чувствует во всем, что можно. Есть зелье сброса навыков, не самое дешевое, вроде 1000 стоит. Ну то есть шанс пересобрать билд все-таки будет потом, да, у нас? Ага, ну ладно. Это хорошо. В принципе, навык тот же самый, разрыв. Наносит дополнительный урон пропорционально затраченной энергии. А сколько у нас энергии занимает этот навык? Он не пишет. Пробивает защиту врага и увеличивает шанс критического удара на 20. Неплохо. И общий урон. Очки адреналина увеличивают общий урон на 33%. Что-то как-то хорошо звучит. Тяжелая атака, но она на то и тяжелая. Снижает вражеское сопротивление урона на 10%. Самое смешное, когда качаешься в мага огня и встречаешь огненного голема, да, вы говорили про характеристики. Соответственно, у каждого есть свое сопротивление, соответствующее школе магии. Ага. Ну, да, сложно. Вот даже не знаю. Второй режим знака. Поток огня. Увеличивает урон на 10. Увеличивает шанс вызвать горение. Вот мне вот это интересно было. Что он дает в конце? Жертва недолго превращается в союзника и наносит на 20% больше урона. Честно, люблю играть за призывателей и данных приручателей всякого различного вида. Ну и подчинение разума аналогично. Но думаю, оно не будет в дуэлях или в всяких поединках 1 на 1 работать так, как я думаю. Ну и не на всех целях, соответственно. Увеличивает мощь Аксия на 10. Аксий действует на 2 противников одновременно. Эффект на 50% слабее. Честно, фиг его знает. А из этих навыков что есть? Солнце и звезды, здоровье... Так, что? Днем восстанавливаем здоровье 10 очков в секунду. А ночью 1 очко энергии в секунду. Ну, я думаю, мы навыки из общих умений брать больше не будем пока. Надо какой-нибудь атакующий взять. Так, увеличивает максимальный объем здоровья на 15%. Ну, то есть где-то на... Опять же, где-то на 400 с нашим текущим здоровьем. Так, техника школы кота. Каждый элемент легкого доспеха увеличивает критический урон на 25 и урон от быстрой атаки на 5. Ага, техника школы Грифона. Того самого, кстати. То есть здоровье как бы... На смертельной сложности это, соответственно, да? Дохнет с первой тычки. На послабже-то она, наверное, подольше живет. У Грифона тут про средний доспех. Она на знаки действует на мощь и скорость восстановления энергии на 5%. Медведя. Школа доспеха. Максимум очков здоровья на 5 и урон от мощной атаки на 5.
Ну, что-то легкий доспех какой-то вообще имбалансный, мне кажется. Вот криты, как выше описывалось, поднять, довольно-таки неплохо будет звучать даже. Следующий арбалет наносит на 25 больше урона процентов. Если уровень энергии слишком низок, знаки можно накладывать за счет очков. Интересно, выброс увеличивает выработку адреналина на 5. При использовании знаков тоже он вырабатывается. Очки адреналина увеличивают как урон оружием, так и мощь знаков. Ага. Контроль метаболизма. Ну, это про максимальную интоксикацию поднимает нам. Сильная спина. Увеличивает объем переносимого веса на 60. Вместо своего... это боевое безумие. Вы входите вместо обычного эффекта боевой транс. Увеличивают шанс крит урона на 8 за 1 очко адреналина. То есть где-то на 16-24, да, где-то процент. Ага. Нанесенный взрывом бомбы урон дает 0,1%. У нас нет бомб. Есть, но они как бы еще только для логов. Трюкач. Вы можете выстрелить одним дополнительным болтом до того, как требуется перезарядка. Очки адреналина, ускоренный метаболизм, расходуются, чтобы снизить уровень интоксикации на 33%. Понятно. Напоение силы. Это для одного камня силы в полубитвы. Эффекты от бомб и особых болтов не влияют на ведьмака. То есть не контузят, там всякое такое. Тяжелая артиллерия. Урон бомбами возрастает втрое, но число бомб в карманах уменьшается вдвое. То есть была 2 бомбы, стала 1. Если бомба не наносит урон, число бомб в кармане остается прежним. Лучшая защита нападения. Каждое защитное действие приносит очки адреналина, блок 0,1 очко, контратак 0,4, уклонение 0,3, отскок 0,2. Нельзя использовать чаще, чем 5 секунд. Я думал, более имбалансно. Ладно, давайте тогда через быстрые атаки попробуем. Если что, потом можно будет как бы... 1 очко в быстрой атаке, 1 в подчинении. Попробуем, так сказать, начальный уровень для владения и влияния в диалогах. Давайте так. Использовать умение, да. Увеличивает эффективность, да. Ну, вроде все пока. Ну вот, честно, я пока в магических способностях не особо разбираюсь. Вот в будущем, может, пересоберемся и в мага. А пока мы, как вы можете заметить, я основной дамаг наношу мечами. Бляха-муха. То есть, да, стример немножко туповат, да. Да. Ну ладно, мы, значит, поставим навык, когда придем в какой-нибудь город. Да, затупил немного. А когда следующий навык на 4-м уровне открывается, да? Ну все, пойдемте рашить Грифона. Это я вам говорю 100%. Боги вам в помощь. Не смотри на меня. Приветствую. Покажи свой. Тут чел продает всякие травы, кстати. И это не травница, да? А какие нам нужны были? Я не помню. Бывай. Надо посмотреть, мы же можем скрафтить какое-то зелье определенного вида. Например, этот какой-то нищий, понял. Для кошки нам надо 2 эссенции. И можем вот это, кстати, сделать. Ну давайте, что тут, в принципе, рассусоливать, сделаем. Нам на картечь надо селитру и кальциум. Ну и черную бомбу можно сделать будет. Аренария нужна нам. Фиг знает, что за аренария, но она нам нужна. Тут еще какие-то всякие есть отвары.
на которых у нас нету какого-то мутагена беса, например, да. Побольше ассортимент, понял. Приветствую. Ну, сейчас еще раз глянем. Может, там Покажи. что-то необходимое есть. Но вот чисто думаю... это пустая бутылка. Мышехвост. По 20 стоит. Етить травы дорогие. Собачья петрушка. Плод балиса. Ну, вроде нам эти травы особо и не нужны. Ладно, пошлите. Бывай. Да-да. Так, а еще Сделаю какой-нибудь тут. себе прощу и поймаю медведя. Боги вам в помощь. Нельзя нам терять надежды. Ачи! Хвороба Будьте какая. здоровы. Так сказать, NPC-персонаж. Сейчас метку соберем. Да, что-то это с навыками надолго засели. Сейчас надо будет пойти. Привет вам. Эй, вы, Да не фольгарцев этих. боги! Пощады, пощады! Так, все, рывок до нашего пункта назначения. Лошадка, где ты? Плотва, погнали. Давай. Задний ход. И побежали. Чисто напрямик сейчас. Лотва не так быстро. Тут Вперед, какие-то Плотва. сущности бегали. Либо волки тут всех зафигачили. Либо... Не знаю, либо накеры. А вот стражники. Помогите путнику! Ладно, квест мы возьмем. Возьмем квест. Но его выполнять пока не Что будем. случилось? Чудовище! Чудовище из болот! То есть, конечно, не по пути. Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал. И по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. По факту. Быстрый квест? Ну давайте сейчас. Ну, 5 сек собрался выполняем я и к идем черным дальше. торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел, и я скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, Но он может, как-то не вы похож на купца. больше всего Ну, мне может, на один извозчего сундучок похож. важен. А вот на купца, Принесите его, ну или на очень слугу вас этого, прошу. например, купца, похож. Первый квест, который будет провален? Как так? Но я буду Ладно, стараться скажу. максимально хорошо Когда его найду выполнить. А сундучок, то, дам что знать. от меня не зависящее, я сделать не смогу. Найти место, где повозка съехала с дороги. Используйте ведьмячье чутье. И найдите коробочку с ценным грузом, используя это же чутье. Привет, привет, Ласт. Ты что? Мы не настолько плохие люди. Мы, так сказать, бедных коровок, животинок не трогаем. А так, это мое первое прохождение, присоединяйся, так сказать, всем рады, всем, кто что скажет, подскажет. У нас тут интересно, помираем часто. Играем на максимальной сложности, соответственно. Почему помираем? Она заехала в А не болото. потому, что у стримера одни из одного места руки. Ну, это тоже, но не в большей части. Да.
Не-не-не, я чисто знаю, что будет, когда коровок начинаешь часто рубить и изрубать. А вот и Там повозка. приходит один нехороший мужичок, который может дать нам по кумполу. Это я знаю, да. Так что не проведешь, не проведешь. Вот, ну вот что ты не отпрыгиваешь. Спасибо, спасибо. Вот только сказал, что стример вроде молодец. Стример не влияет на свою смерть, а стример помер. Да. Убить на изи? Не знаю. Не, я, конечно, видел, что там при помощи стражников их убивали, а вот ведьмаком его будет сложно убить. Ведьмаком сложно. Так, продолжаем. Я, собственно, тут немножко померец. Тут есть бочечки. Вот интересные бочечки есть. Я хочу ее взорвать. Ну давай. Вот взрываться она долго будет, да, по-видимому? А, одного убили, кстати. О, не туда, не туда, я это выстрелил огнем. Облако ядовитого газа на болотах. Можно убивать данного черта при помощи уклонился на Alt. Но у меня консолька, у меня пультик. У меня, так сказать, нету Alt. У меня есть нолик. Ну, конечно, ради такого коровок убивать не стоит. Ё-моё, это что такое? Взрывоопасный газ, да, тут присутствует, а не просто ядовитый. Вы, пожалуйста, в описании это пишите правду. Да. Тут, как вижу, что-то какие-то дверцы или деревяшки лежат. А, и вот и сундук с Должно отваром. быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью человеческой. А, кстати, прикол. Стрела. Получается, этом он лошадь, не ну, не упоминал. просто так в болотце свалилась с дороги. Ясно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Повозка, утыканная стрелами. Повозка, утыканная стрелами. А у того чела, кстати, лук был, если заметили. Соответственно, на подозрение на данного нехорошего или хорошего человека сейчас травок всяких пособираем, а то что-то я как-то этими всякими сборами лесных приблуд не занимаюсь в той мере, в которой следует. Ну, погнали обратно. А почему там до сих пор область-то пишется? Я что-то пропустил, что ли? А, то есть улику одну пропустили, да? Вот это что ли? Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью? Или он врет? Ну, вроде все нашли, значит.
Так, вот и дошли мы до этого Так что, прохиндея. нашелся сундучок-то мой? Сундук-то нашелся. Ну, давай, расскажи что-нибудь. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, Тупо так что я ведьмака был обмануть пытался. Вот слышен. это Так он, же, как конечно, слышу твой хорош. пульс. Очень быстро. Он настолько хорош, как что даже не лужица. знаю, отрубать ему Посмотрим, ноги может, сначала наездник и из тебя сначала лучше, чем руки. мошенник. За столь самонадеянную попытку. Столь благородные особы, как мы. И чё, и куда он побежал? На двоих, что ли, своих? На лошади? А нафига мы его отпустили? Вперед, плотва! А мы сохранились вообще? Ну, как бы... Я не сохранялся. Стражники, блин, я там воришку ловить пытаюсь. А, и все, и просто один раз его ударить надо, да? Неприятности? Надо его привести в чувство. А мы его не убили, получается. Интересно, он так с Подъем. лошади скакал бы. Вот видишь, Упал на бы, броне шею далеко не свернул. уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Ян Гейрмер. 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Ну ты что, Это сомневался был в моих, медицинский транспорт. так сказать, водительских Я не способностях? хотел, чтобы Конечно, он попал тачки в не Нифу. люблю водить, ну, А различные игры, лекарства основанные нашим на, ребятам они тоже пригодятся. ну, в У основном нас просто много гонять. больных. Ну, скилл Отпусти есть. меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Ну вот честно, он чисто в лице и в своем речи своей поменялся резко. Даже не знаю. Ну, мне как бы вообще без этого, без всяких пренебрежений к обоим сторонам режут себя и режут. Ну, пусть забирает себе лекарство, ладно. Он тебя же нам отпущу. вознаграждение-то Но по-любому лекарство даст. оставлю себе. Если не даст, я его сдам. Нильфгард вас все равно найдет и перебьет. Зачем Лучше сдать лекарствам его? зря пропадать? Ну, уже все, уже поздно. Подавись. Без проблем. Делаем вот одно такое движение. Подождите, вот ручное сохранение. Такие, фигак. В поисках Йеннифер, своей давней любви, Да, щас Геральт очутился заставка в будет. окрестностях Ну, давайте его деревни сдадим. Белый Сад. Мне просто Казалось, думал, что мне больше чародейка даст опережает денег. ведьмака лишь на 50 шаг, монет и как-то все же вообще она оставалась ни то, ни сё. неуловимой. Ни рыба, ни мясо. Но стример не говорил, что не будет злоупотреблять с этими сейвами. И я не прохожу ни на какие хардкорные, ну, имею в виду по каким-либо особым правилам, игру. Шевелись, плотва. Да. То есть играем чисто, ну, так, для веселухи, для общего, так сказать, познания в игре. Но не явно, чтобы очень нудить. Ой-ой-ой. Эй-эй-эй. Ну, плотва, помедленнее. Мужики, Вот честно, обогнал один раз и все. И он и началось. Придержи. Да, это мы пропустим. Надо... Пропустим все это. Под- Но мне просто Подъем. интересно, что будет, если Вот не видишь, в на Гар... броне не в далеко Гардом уедешь. его ждать. Даже- Это Ну давай. Я доставлю тебя к Нильфгаардцам. Ты Может нам убийца, кого-нибудь а не посильнее даже солдат. вознаграждение ты дадут. предатель. Так Когда-нибудь я вообще ни тебя за еще кого, повесят. понимаешь?
Я ни за какую не из нации, я просто за общее на вознаграждение больше. Эй, солдат, вы не ждете какой-нибудь задержавшийся транспорт? Угу. Что? Да. Капрал Финнет поехал в штаб за лекарствами и что-то не возвращается. Должен был быть пару дней назад. Лекарство здесь, в коробке, а это 3 в одном. Мошенник, вор и убийца этого вашего капрала. Все Чтоб так, ты все так. сдох, мутант. Спасибо. Уж капитан Каждое Петер утро так слышу. подготовит ему прием. Будучи А тебе, ведьмаком. Нордлинг, причитается благодарность. Лекарства эти жизни нашим ребятам, может, и не спасут, но им хоть помирать будет легче. Ну, давайте спросим, чем они больны вообще, в принципе. Чем больны ваши солдаты? Не Ну, знаю. все равно сейчас И по-любому не спрашиваю. появимся около этой, Тех, что так сказать, слишком интересуются, ну, основного отправляют лагеря их, тут же на фронт. Нифльгарда. Вот. Да, я вот сразу и подумал, нас же на место обратно-то не тэпнут, но по-любому начнем здесь, ну то есть продолжим. Должен сказать, я рассчитывал на более конкретную благодарность. Все так, все так. Лучше всего золотую и звенящую. Я думал, ты так. Из убеждений, Не-не-не. из жадности. Можешь Ладно, раздумать. возьми. Запомни и другим передай, что Нильфгаард щедр с теми, кто готов ему служить. Кивнули ему, вот так вот. Мы убедились в твоем, так сказать. Так, и что он нам даст? Ну, 8 опыта это также. Крон дали меньше. Угу. Ага. А в прошлый раз нам еще каких-то этих одуванчиков дали. Ну, как-то не ахти. Ну, такое. Ну, чисто ради того, чтобы сдать одной из сторон. Все, у нас тут быстрый этот переход появился. Ну, воровать я не думаю, что будет хорошо. Сказал я и, так сказать, под внимательные взгляды всех окружающих унес пару вещиц. Прикольные, кстати, виды тут. А, катсценка сразу заиграла. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Да-да. Наоборот, я от них избавляю. Все так Я думают ведьмак. сначала. Ведьмак? А тип не видно, да? Капитан Петер Саар Гвинлеве сейчас в башне, за воротами направо. Надо полагать, у капитана И есть для ко мне чего, дело. в принципе. Это армия, Нордлинг. Здесь не спрашивают. Нордлинг. Интересное Башня. название нас. Это, в принципе, как Ведьмака Нордлинг называют. Или как всех, кто не принадлежит к фракции, так сказать, этого нифльгардского государства. Тут есть солдаты. Сюда пройти можно. А можно? Можно. И поутаться можно. Дверку закрой, пожалуйста. Вот. Тут вещи лутаться не хотят. То есть я такой подобрать их не могу. Просто жители севера. Ага. Но мы ж по факту на севере как бы и не живем. Настоящий ведьмак. Братья мне не поверят. Или по истории там ведьмаки все перекочевали из севера. Закрыто. Ну ладно. Не особо и хотелось. Тут у них медпункт типа с грибами. Наверное, успокаивающими.
Чего хочешь, приблуда? Вот тут подняться можно. А, тут какой-то есть то ли подъем. Вафор! То ли что-то подобное. А, тут пункт разведки, так сказать. Этот. На каком-то языке они ругаются тут у нас. А тут у нас какой-то спуск есть. Но не думаю, что это хороший вариант. Мы туда, скорее всего, упадем. Вон там что-то интересное есть. Какой-то мост разрушенный. Бурак. Ладно, давайте тогда сейчас... Что тут еще есть? Может, какого купца еще посмотрим? Может, что он предложит нам интересно? Нам придется реквизировать часть вашего урожая. Я прокликал это оповещение про купцов, наверное. Пароль! Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. Опять А таких, которые все торгуют очень... казенным имуществом. Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Ну, давай посмотрим. Как настроение в лагере? Ну, я, в Покажи мне свой принципе, товар. спросить можно будет потом? Чтобы понять, как у них идет ход войны. Ух, топоры боевые у него тут есть. Есть кайло. Какой-то молот, по-любому. Чертеж дисглайер. А, это серебряный какой-то инструмент. Тимерский кинжал, ковийский кортик. Пятая эссенция. Обрывок шкуры. Масло. Даже не знаю, что нам тут. Ну, вроде ничего и не надо пока. Давайте спросим, как настроение. Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, Да-да. что родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Нет, я уже ухожу. Спасибо. Бывай. Прикольно, кстати, доспех вон стоит рядышком. Тут какой-то еще внутренний дворик есть у них. Внутренний дворик. Тренируются ребята. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает. Используйте специальные верстаки бронника, чтобы на время увеличить характеристики брони. Так, а у нас это что? Ваши вещи были улучшены. А бронник это что? У Родовида тут реально все плохо? Понятненько. Ну ладно, вроде что-то улучшили. Правда, непонятно что. Клинки, наверное, лучше. Это, скорее всего. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь?
Какое я тебе, ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, Во уже второй лоте хорошо. познакомимся, ага, Ну, понятно. по рукам? Скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли. Какой Краснолюдин. приятный мужчина. Ты для него Тут у нас. высоковат. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Ватгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Ага. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот Грифон? Потому Сейчас что для уточним. меня важны Моментик. люди. Это чудо... В том числе нескольких солдат. Есть гарнизон. Прочесать лес невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет Грифона я могу сидеть сложа руки или нанять мастера. Ну давайте. Это По по-любому наше Но главное прежде чем я задание начну, пара сюжетное, вопросов. так что Ты знаешь, где выполнять у его Грифона все-таки логово? придется. Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? А что нам нужно? Я должен найти одну траву, мне надо больше сведений о Грифоне. Надо было перед этим, так сказать, разговором прочитать, что за слабости, какие вообще есть отличительные особенности в плане, охоты на Грифонов. Давайте сведений больше. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. То есть оба диалога Для было, да? приманки мне нужна одна То есть два, травка, скажем. крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет. Сперва были поговорки. Например, «Не играй с огнем». Хороший, Загляни кстати. к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Вот и с травницей Для Не туда я тыкнул. Нет. Вот, нам сюда. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эзон Яктон. Удачной охоты. Так. А какая у нас? У нас есть, получается, задание на охотника и травницу, да?
А, у нас уже есть крушина. То есть в реке мы собрали ее. Ну, погнали к охотнику. Тут, в принципе, все понятно. Ехать где-то 500 шагов нам до него. Етить тут дверь залагала. Император поведет нас прямо на Новиград. Какая плотва умная лошадь. Зато красивая. Я тебе покажу. А тихо ты. Так, скачем. Тут, получается, сейчас до охотника дойдем. Познакомят потом нас с травницей. Придержи. Тут в этой заволочистой местности много домиков всяких, но пустых, как я понял, и с бочками. Классно, посередине дороги встали. Ну, пошла. Урод. Так. Сейчас налево. И тут значок травки какой-то. Видно, это травница, кстати. У нее тут все соберем. Полезно будет. Вот и тут еще маленькие огородики есть. Тоже пособираем. И, в принципе, к ней зайдем. Здравствуйте. Как поживаете? У нее, кстати, раненая есть вон. Кто это? Сверху не пишет, кстати. Кто, как да. И откуда она. Что? Так, у тебя есть какие-нибудь травы? Расскажи что-нибудь о себе. Давайте Расскажи сначала что-нибудь о себе. узнаем. Может, вспомнишь какую-нибудь историю? Только грустную. Знаешь святилище Мелителя в Эландере? Знаю. Нет, не знаю. Да я сосчитать не могу, сколько раз там был. Сколько раз мать Ненеки накладывала мне швы. Мы, должно быть, разминулись. Я училась у нее целительству. Но, когда меня приняли в обитель, мне было 18. А в этом возрасте у девушек на уме не наука, а любовь. И был такой парень, Гослов. Когда он за работой снимал рубашку, у юных послушниц все валилось из рук. Я бросила ради него обитель. Мы провели чудесное лето. А потом он бросил меня. Мать Грустно, Неннеки но не бывает. захотела принять меня обратно. А родители дали мне только дорожный плащ и тощий кошель. Без единого слова. Долгое место, пока не попала сюда. Ну, главное, нашла себе пристанище, так сказать, и работу по душе. Ты знаешь какую-нибудь Клару? А это к чему вопрос вообще? Мы как бы Йеннифер же ищем. Давайте про женщину, ой, про Грифона спросим. Это Грифон ее подрал? Лину? Да. Напал, когда нашла ночью через лес. Ночью через лес? В военное время? На свидание бежала. Молодые известны из-за любви на любую глупость готовы. Раны затягиваются, но она все равно умрет. Кровь у нее под черепом собирается. С этим мои эликсиры ничего не сделают. Грустно?
Можно было бы ей, конечно, помочь. Но я не знаю, сколько это... Что это за задание? Типа травки ей принеси или что там? Ну ладно, давайте. Я мог бы попробовать ей помочь. Ласточка у нас лечит есть внутреннее ласточка, да. кровотечение. Но Ведьмачьи эликсиры не годятся для людей. она все равно умрет. Да, тихой смертью под действием твоих сонных трав. А если я дам ей ласточку, и что-то пойдет не так, вся деревня будет слышать ее вой. Понимаю. Делай, как знаешь. Давайте про Послушай, Клару ты не спросим. знаешь, жила здесь поблизости какая-нибудь Клара? Знаю, знаю. И это еще мягко сказано. Клара так была что за моей Клара? подругой, единственным близким мне человеком во всем Белом саду. А потом ее муж Волькер не поделил что-то с помещиком. Потом это собрал про, всю семью и отправился в лес. про строить новый колодец, который стоит. Помещик приехал туда со всей свитой, чтобы убедить их вернуться. Хотели по-хорошему, но ты сам видел. Кажется, Клара сказала что-то про сына помещика Флориана. Да такое, что он прямо взбесился. А вот правда ли это? Многовато тут несчастья на такую маленькую деревню. В каждой деревне все одинаково, хоть бы и в самой маленькой. Стоит только поспрашивать. Ну, чтобы не заканчивать разговор на грустном, вот, возьми себе на радость. На радость. А что нам дала такого интересного? Подарки мы любим. 8 опыта, не ахти, конечно, но 10 крон дали. Селитры для бомб чисто. А она ходить уже может, что ли? Ну, короче, всяких трав нам дали. О, здорово, Лот. Здорово. Здорово, как она? Так. Так у нас же есть эликсиры. У нас есть эликсиры. Да? То есть, да. Ну, видите, насколько я люблю все собирать? И вот сейчас появился тупо диалог. То есть, надо было перезайти, и только после этого у нас засчиталось, типа, что мы задание выполнили и ласточку, так сказать, принесли. Я свои экзамены отписал. У меня только диплом Вестник остался. весны и символ возрождения. Буду техническим специалистом, так Подходящее сказать. название. Увидим. Как я говорил, он может ей навредить. Там Очень третьего сильно. разряда? На меня он действует сразу, но у меня обмен веществ Да. быстрее. Да. У нее Так эффект сказать, проявится удачи. через пару дней. Так, что Занимайся, ты решил? ночами спи. Лучше Энергетики попытаться, не чем пей, сидеть сложа голову в руки. холоде держи. Ну, точнее, в Нравишься тепле ты держи мне, и, ведьмак. типа, это, Вот, не слишком Возьми маленький подарочек. много, За то, что тебе не все как равно. там это, гневайся, ну, всяких этих отрицательных эмоций в плане проявляй. Все пройдет, все наладится. Ну, диплом не сказать бы. Так сказать, если у тебя рецепт масла против проклятых дали, неплохо. А диплом, ну, знаешь, скорее муторно, чем сложно. То есть это нужно время, там, все вот это по ГОСТам делать, такое. Если учился нормально, то и сам пишешь, что не сложно. Ну, кто заказывает, да. Так, давайте «Пот и кровь» прочитаем. А так, у тебя экзамены, как я понял, школьные экзамены? Потому что технически они чуть по-другому пишутся. Ну, каждому свое, так сказать. Кто-то, 2 высших получает, ну, и потом работает, в принципе, ну, где его устраивает. А кому-то и
без этих высших хорошо, ну, в плане пробиваться наверх, там, все такое. Так что это, ну, предрассудки, что у кого выше, добьются большего. Все предрассудки. А, из колледжа. Получается, у вас там какая-то комиссия сидит, да, вот это все как обычно бывает. Вы там отвечаете на билеты, все такое, или письменные у вас? Практика? Ну да, практика тоже такая. Смотря куда устроишься. В некоторых местах прям батратишь до потери пульса, в некоторых лафа и спокойствие. Так, давайте я сейчас быстро зачитаю. Пот и кровь. Между мирами, видимым и невидимым, простирается завеса. Из-за нее живыми не видят мертвых. Живые не видят мертвых, да, а мертвые не видят живых. Некоторые чародеи могут пробить завесу и поговорить с умершим, или вызвать их на краткое время в наш подлунный мир. Искусство это называется некромантией. Также умершие могут сами пробить завесу и пробраться в мир живых, ну типа призраков. Однако, если некромантами управляют воля и разум, то мертвецами безумная и бездумная потребность, кою вызывает сильное чувство такое, как скорбь, тоска или гнев. Очень часто производчиком этого чувства становится материальный предмет, связанный с этим чувством и важный для умершего. Подобными предметами нередко считаются обручальные кольца. Ну, короче, все, что чем дорожил человек. Ну, у Сафушного есть такая тенденция, да, всякие взятничества и, так сказать, покрывательство данного вида деятельности. Один творческий, ага, ну то есть 4 в общей сложности. Графический мультимедийный дизайн, неплохо, неплохо. У Сафу, да, да. Везде, в каждом городе одинаковая фигня. Да. Бывает такое. Так, что я хотел? Вырванная страница. Это формулы все. Опять формулы. Мне по 2 раза просто тупо уведомления присылают. Ну давайте посмотрим, что можно сделать из алхимических этих масел. Масло против проклятых. Оно нам надо? Ну давайте. Давайте сделаем бомбу. Не знаю даже. И главное это сейчас в рюкзаке еще раскидать. Ага, ну бомба поставилась у нас. Эликсир. Вот сюда поставим. Пять энергии в бою дают. Ну давайте тоже поставим. Какая же пень в данном случае, что описал Z. Ну вот и хорошо, что все справедливо решилось. Да, то, так сказать, чувствуют свободу в данном случае некоторые и начинают всякое такое творить. Да. Так, это у нас меч достается. Я забыл, как у нас листаются эти. Блин, не на ту кнопку нажал. Ладно. Давайте продолжим тогда.
Я, кстати, не посмотрел, что у нее из этих, из имеющихся. Имеющихся моментов трав этот есть. Давайте посмотрим. Да? А, да, ну то есть со связями, да. В тупик зашло, значит, все. У тебя есть какие-нибудь травы на продажу? Да, связи на связи, конечно, мощно. Ну, удаленно это удобно довольно-таки, но опять же это в зависимости от того, как ты познаешь материал, и, ну и готов его, так сказать, изучать. Но везде есть свои минусы или какие-то подвохи, да. Ой, да тихо ты, тихо, тихо. Это хотя бы у нас все спокойно воспринималось и ставилось всем. Так что у нас все еще хорошо было. У нас преподы понимающие все. Ну, по крайней мере, у нашего потока. За остальных эрок, радистов точнее, и всяких их разным не говорю. Аринария, кстати, нам нужна была. Давайте купим. Сколько у него? 14 штук есть? Ну, давайте штук 8 купим. Ну или вспомнить того же самого препода. У одного из преподов, которому было, ну, просто нас как бы спрашивает, ну, преподаватель, который у нас пары вел. И у нас был так сказать, рецензент, следящий за порядком и, в принципе, за проведением этого мероприятия из другой организации. Он тупо там в окно смотрел, в телефоне залипал. Ну, короче, то есть там все это спокойно и более-менее приятно проходило. Ага, да. Ну, опять же, много условностей всяких различных. Так. Алхимическая паста. Капец стоит. Нам кальциум, кстати, нужен был. Давайте парочку кальциума возьмем. 2 штуки вроде надо было. Все еще физически рисуете и не проходите это на компе. Да, тяжело. Ну, в принципе, образование такое в России. Не особо развитое в плане, как бы, подачи знаниям. Да. Казахстан хорошее место, хорошее. Ноутбуки. Я даже по ценам сейчас не могу сказать, сколько они. Не знаю. Особенно в Казахстане там. У вас же чуть-чуть, наверное, другая ценовая политика. Где-то, наверное, планшет для рисования брали, ну, где-то за 7, что ли. Ну, такой. Не очень, но самый такой этот, так сказать, оптимальный. На 5 умножать и получаем в тенге. Нормально так. Так, а что у нее из этих? Рецепт белого чайка. Нам нужен рецепт белого чайка и краснолюдского спирта? О, у нее, кстати, есть водная эссенция. Нам опять же 2 штуки надо. Давайте возьмем. И все, и без денег остались.
Будь здорова. У XP Pen или XP Ren есть мини-планшеты со стоимостью 50к в тенге. Ну я особо тоже, да, не знаю ценовые, так сказать, расценки нормальные в Казахстане. Давайте еще масло против призраков сделаем. И вот эту вот кошку. Так, все, погнали, давайте. Опять ашить на Грифона. Добрая женщина, доведет ли меня эта дорога до Вызим? Скорее уж до могилы. Не слыхали? Шевелись, плотва. Фишка по раздаче ноутов прикольная, конечно. Победителем. Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Ну, давайте по следам Следы пойдем. свежие. Мыслов только что вышел. О, нашли. Нашли мужика. Ты Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаарцев, которых Сейчас убил Грифон? поинтересуемся по грифончикам. А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это Всё о верно. вас в деревне говорят. Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. А почему именно серебряные? Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. А, ты нам помогать не будешь, то есть, да? Давно у вас неприятности с этими псами? Здравствуйте. С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу разве что пнут походя. Но избиваются эти шавки в стае. Голодные, исхудавшие. Поздно. Они уже на кого-то напали. Ну, какие-то такие себе собачки. Волки по ХП побольше будут. А вообще какие-то эти. Про ник, да, у нас небольшая темка тут есть. Ну, короче, я ранее ник менял себе там, YouTube что-то подтупил, подзалагал. Ну так, не сильно ник, Колумбус менял. Вот. И, короче,
у нас эта фишка с изменением, ну, как минимум там через 2 недели. И через день или 2 должно пройти, да. Так что скоро обнова там будет. Также можешь заценить в правом нижнем углу обозначение на рунном камушке. Знаешь его? Нашего будущего названия канала. Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. А называться он будет... Но это было до того... Давно это было. Канальчик Crow with Gatherings. Ну, типа, это, посиделки у ворона, если в русском переводе. Как-то так. А давай. Мне жаль. Надеюсь, он тебе не друг. Нет. Вовсе нет. Так что, покажешь, где нашел Так нильфгаарцев? сказать, можно меня потом будет называть вороняхой. Ты знаешь что-нибудь Прикольная об этом благородная птица. Немного. Это зверь не для меня. Ребята сверху Зато ты для шутили него в на самый том, раз. что вороны любят Хоть бы поэтому полюбопытствовал. поблескивающие, так сказать, Я по лесу ценности. тихо хожу. Да, так да, что даже все так. грифон не приметит. Любим такое. Так, ну, значит, идем за этим мужиком, он нам покажет, где находится Грифон, или точнее место происшествия. Ну, я, конечно, вам запретить ничего не могу, но сам-то я, так сказать, употребляю максимум чаечек. И Это то без здесь. кофе. Один лежал там, у пенька. Звать меня Без вор? головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж Ну, до... такое погоняло прикольно. Точнее, это Берегите позывной. Так сказать, горячий чаек. Почему бы и не горячительный напиток? А так алкоголь не. Я И даже не по справлюсь. праздникам. Это не первый грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Да-да, Хорошо, мы уже если опытные. Только я не знаю, как его побеждать. Будьте здоровы. Чай с молоком и сверху немного кофе. Интересный, Нильфгаарцы здесь интересный что-то отмечали. рецептик. Но грифон их прервал. О, ну если есть любимый напиток, это круто. Земля черная от запекшейся крови. Мне, наверное, в детстве нравился какао хорошо так. Еще где-то с садика. Ну, потом его начали какую-то бурду делать. Лагерь? А позже вообще, ну, в школе самой, где-то до класса 5 там кормили, поили, а потом все. На собственных, так сказать, Эти нуждах следы все давней ведь, они глубже. питался. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаарцы. Ну, пошлите дальше. О, тут есть быстрый fast travel. Прикольно. Мы, кстати, у этой деревушки находимся как раз. О, сундук. А ты залезать-то будешь? Во, залез. Нельзя сделать? А, он в своем ведьмачьем чутье не может прыгать. Я понял. Это мы сейчас на скалу залезаем и, получается, найдем нашего этого. Спасибо большое. Не допрыгнули. Так сказать... так... Я вот почему он с разбега это не делает? Вот прям... Вот, все хорошо, получилось. Медок собираем. Гнездо грифона, точнее то, что от него осталось. Кстати, прикольные светотени тут изображены. Кости. Да. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев.
Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда Грифон его сюда принес. И долго умирал. Как считаете, ребят, успеем? За 2 часа, как я понял, второго Грифона. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Что люблю смотреть Значит, в она мертва, плане? по В крайней плане мере, всяких неделю. фильмов, Выходит мультфильмов второй и всяких Грифон-самец. различных видео. Опа. Вампирский кофе. Рецепт от модератора. Прошу всех к вниманию. 3 ложки зерен кофе и 5 ложек сахара. Пробуждает отлично. И все это на 50 грамм воды. Поняли? Так, Зет, ты думаешь, это я первый раз такое он пьет? Нет. Нет. Живой. Но как овощ. Да. Но это я имею в виду после кофе. Так, осмотреть раны, возраст и определить вид. Ну, вид Грифон, возраст, не знаю. Вы говорили, он пожухлый. А раны надо определить. Может, его люди за... раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Ага. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Фу, таким и быть. Модер давно уже нежить. Знаете, как он у меня, так сказать, был записан ранее в контактах? Архилич. Вот как-то так. Да, все так. Давай определим вид. Ну, наверное, пол. Жесткая кость, густое оперение. Нет. Королевский Грифон. Значит, вид реально вид. И возраст. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет в молодости. На коммент выше слота я отвечу. Примерно того же возраста. Из просмотров мне нравятся, наверное, какие-то комедийные произведения, сериалы, там на различные фильмы. Хорроры, ну, такое себе, не особо нравится мне. Не то чтобы они меня пугают, но просто не нравится. Само вот эта их тупизна иногда бывающая, не логичный и приятный на вид. А потом, что еще? И боевички, например, старые со Стэтхэмом, всякие с Вином Дизелем, ну, имею в виду первые начальные форсажи. Что там еще? Ну, в принципе, всякие стендапы тоже, да, ну, все связанное с комедиями, люблю смотреть. О, тут про интересы выясняют. Скоро такими темпами стримчик с просмотром чего-либо будет. Ну, вообще, интересно, кстати, моментик, я о таком не задумывался. Я о таком не задумывался. Но это, наверное, надо будет создать отдельный канал, потому что, опять же, YouTube продвигает в определенной сфере контент. То есть там игровой к игровому, и, соответственно, всякие просмотры всякого разного лучше к всякому разному и относить. Уснешь от 5 ложек сахара? Я не представляю, как ты если съешь мороженое или к тому же, например, тот же самый мед. Ну, в меде вроде сахар сам по себе не очень много, но он просто сладкий. Там от чего не помню, там какой-то элемент-то точно есть. Спасибо большое. Модератор разрушил все мечты. Что он сможет прекрасно провести время и поразбирать различные эти моменты. Ну, на Твиче-то можно.
На Твиче я видел, Зубарев смотрел фильмы, дорамы. Да, Твича лучше использовать. Да. Мед не пробовал? Я тебе просто вот от души говорю. Мед это тема. Особенно, когда ты, вот, знаешь, есть мед в сотах. Вот. И эти соты надо вот жевать. Вот они очень долго вот. Ну, не то чтобы даже рассасываются, а их просто как жвачку надо жевать. Они потом очень плотный комок такой резины превращаются. Но пока ты жуешь, это просто очень полезно, очень вкусно и очень даже полезнее той же самой жвачки. Да. Мед это тема. Вот отвечаю. Кто любит мед, плюсик в чатик. Лоту обязательно попробовать. Давайте уйдем уже. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, сперва он напал на нильфгаарцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Нельзя сладкое тебе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Как так-то? Есть же всякие, например, еще заменители сахара. Вот. Что-нибудь подобное ты употребляешь? Ну, как гласит истина и физика, чем горячительный напиток ты пьешь, тем сказать ты лучше. Тем лучше, да, тем лучше. Я, конечно, не буду в эти все термические и различные физические законы выяснять и разбирать, но, по-моему, это лучше, чем холодный напиток. Так, подготовка к бою. Нельзя недооценивать противника. Это правило лежит в основе Ведьмачьего кодекса. И не без причины. Тщательная подготовка спасла от гибели немало ведьмаков. Перед боем не стоит жалеть времени на приготовление эликсиров, масел и на визит к ремесленнику. Ага. Перед битвой с очень сильным противником имеет смысл выполнить несколько побочных заданий. Так вы сможете заработать больше очков опыта и улучшить характеристики вашего персонажа, тем самым получив больше шансов на победу. Спасибо. Запивать обычной водой? Вот про этот момент я не знаю. Вот то, что пить горячее, я знаю. Вот то, что запивать стоит обычной температурной комнаты воды, нет, не слышу. Финишная прямая Грифону? Ну, это вообще топчик. Тебе на 5-30% нравятся сладости. Ну, то есть это у нас какой-то, как это называется, например, к острому большая любовь или горечь, вот что-то подобное. Доп-квест, ну как-то вообще не очень. И очко опыта, кстати, дали, точнее умения. О, тут можно подлутаться. И 400 опыта за основной сюжет. Это я понимаю. Сожгли. Это мог сделать только человек. Вот же сволочи. А тут, может, детки были. Грифончики маленькие. Давайте посмотрим, вот тут какой-то знак вопроса есть. Это место силы. Знак силы прям в кустах стоит. Неплохо. Ой. Да. Мне еще вибрацию не джойстик, а в геймпад отдавала. Джойстик это же неправильное название. Это же один из элементов геймпада. Да, нашел уже. Чуть-чуть плакать охота и во рту хана. Ну приятно. Все понятно, значит любитель острова. Ну, мне острое нравится, ну, в некоторых только блюдах. В основе своем не особо.
еще тут остряк появился у нас? Так сказать, компания любителей острова. Также есть компания любителей меда, компания любителей откинуться и, так сказать, горечи от кофе. Ну, кофе по факту же горький, если его не разбавлять сахаром. А куда нам вообще надо? А, в деревню. Давайте сразу этот сделаем быстрый fast travel. А, не сюда, вот сюда. Да, остряки, да. А на даме, получается, у нас не любит сладкое, про острое я не слышал от тебя, и про горькое тоже. Есть, например, люди, которые любят умеренные всякие блюда. Например, перченые. Про сладкое я не знаю, я особо блюд сладких-то и не знаю. Но я имею в виду приготовленных там всяких различных. Про сладости-то это понятно. Разделились на два лагеря, да, ага. Ну-ну. У нас, кстати, какой-то меч хороший появился, надо посмотреть. Ну, в принципе, нет, такой же. А вот это тут даже лучше будет. Ну, давайте его поставим. Только его починить надо. Все, модератор включился за сладкое. У нас есть составной болт какой-то. Я даже не знаю. Болт? А, он просто ставит... А, 8 болтов всего. То есть это покупные болты, которые кончаются. Все понятно. Книжку я открою. Я хотел открыть книжку. Кто захочет, почитает на паузе. Ну давай. Нет, он ее не пролистал. Он не хочет этого делать. Ладно, сейчас попробуем по-другому. Достать ее. И сейчас скинем это, и получается... В инвентаре прочитаем. Да, вот. Вот, короче, про нифльгарцы какие-то своим отечеством, так сказать, возгордившиеся, пишут о том, что они несут пламя цивилизации в столь убогое место запустения и анархии. Ну, 5 ложек-то да. Ну, я, в принципе, чай без сахара вообще пью, так что не мне говорить, сколько сладкого, так сказать, закидывать. Так, ладно, погнали тогда. Встретимся, получается, с нашим другом. У нас же дед есть еще в напарнике. Да, вот с дедом встретимся. Да? Что такое? Ну вот видите, я, считайте, знаю будущее, читая и сказывая основную мысль этих предположений. Уже полгода мы в пути. Ну давайте послушаем. Ведь с тех пор, как мы избавились от беса из Варуны, прошло уже больше полугода. Да, избавились и не только от беса. Как там звали этого сукина сына? Друган? Да будет ему земля пухом. Раньше все было проще. Чудовища злые, люди добрые. Но люди, в принципе, не могут быть злыми, они скорее серые. Раньше было точно Есть, конечно, так же, категория людей, которые дедушки, несут только добро, но их Не очень тебе мало. меня возрастом Ну или, по крайней мере, У самого меньше почти сотня лет за большинства. спиной. Так.
меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него Грифона. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? Ну, рассказывай, Согласен. что ты узнал. Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну, как успехи? Как категорично, Зет. Но не все же такие люди. Они просто отталкиваются от своих интересов, от страхов, от своих переживаний. Но в большинстве случаев рассматривая себя как главную персону всех действий, ну и своих, так сказать, дальнейших планов. Я кое-что разузнал. Это самец. У него Да, было гнездо в лисьем бару. подметил. Как он понял, что она злое. Ну, возможно, из-за слухов из деревни. Но это тоже. Ну, или, так сказать, того же самого дозора. Вечно Они же одно и видели, то же. ну, этих Нет, стражников. чтоб сразу послать за профессионала. Ведьмаков два человека. Все делают по-своему, а Инквизитор, ну выходит ты только хуже. что? Так сказать, аниме это канон, это мультики. Я даже сам смотрел, ну и иногда посматривается, интересные какие-то образцы попадаются в плане зрения. В поле зрения, точнее, да. Крушину Ну, я тут нашел. каждый, так сказать, Новый год какой-нибудь Самый раз. этот прикольный Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой сезон нежный выпустят нашелся. китайцы, японцы. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревни. Помнишь, как мы Ну в да, Кратогоре то, что на понравится, помойке всё-то. охотились на Ригера? И потом Это полдня много. в бане отскребался. И Забудешь. хорошего среди Мы как него тоже встретимся, ты найти. это всякий раз вспоминаешь. Стоит сил довольно-таки Ну много. хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Если хочешь, то, конечно, пиши. Если что-то знаю, то своим мнением поделюсь. Особо много знаю, так что... Больше ну, ждать смысла несколько нет. Пойдем посмотрим, где каких-нибудь можно отзывов поставить ловушку. могу дать. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие Больше поля и рощицы. Предпочтение Места к текстовым много, оригиналам. и Ты имеешь в мешаться виду никто не Краноба? будет. Значит, там и Вот, увидимся. честно говоря, вот где-то еще, наверное, в 2020 году я, честное слово, тоже, вот, так сказать, подсел на всякую различную книжную продукцию китайцев, японцев, корейцев. И потом, так сказать, ну вот все эти года читал, там различные эти все произведения. Огромные культяпки в 1000 страниц и глав. Маленькие произведения, заканчивающиеся каким-нибудь там тотальным ужасом. Незаконченных произведений у меня еще куча. Вот, например, ну и некоторые произведения, например, читал, и по нему аниме сразу, ну не сразу, а там через некоторое время приходило. Тоже такое было. Потом я, так сказать, в колледже прочухал, мне рассказал вот наш прекрасный модератор об этих прекрасных русских произведениях, не хуже китайских, корейских, японских. Ну и с того времени где-то, наверное, изучаю, читаю именно русских читателей. Про Ранаба я пока, ну, как минимум года 2-2,5 уже не заикался и не начинал. Но все еще закладки лежат, точнее в закладке все, так сказать, аккаунты все присутствуют. Ну, мне просто на тот момент нравилось длинное произведение тем, что оно как бы, ну, не меняется, неизменны свои авторы, ну, точнее, имею в виду герои, не изменяется какое-то свое повествование, вот. В большинстве случаев, то да, там, в середине, если автор, конечно, уже подустал, и в конце увеличивать силу атаки. У нас этого не было, по-моему, зелья, вот. На чем я закончил?
Ну да, да, вот где-то в начале еще хорошо произведение, а потом может, так сказать, упасть по качеству и тому подобного. Ну, не делают еще, ну, вообще, за концовки, так сказать, не дающие игроку этому читателю мысли продолжить его произведение, а некоторые прям открытые концовки оставляют, и прям ужас, как интересно иногда становится, а что будет дальше? Но не всегда можно, так сказать, додумать, ну или просто. Так, теперь можно использовать в игре, нажмите, чтобы активировать с первой, из второй. А, вот это первая, это вторая. Ага, ячейка. Ну, получается, сейчас мы Грифона пойдем бить. Пойдем бить Грифона. Про второе, кстати, да. Но некоторые забрасывают, когда понимают, что уже... Ну, точнее, замораживают. Не забрасывают, замораживают произведение, понимая, что оно уже как бы не такой приток денежный и, так сказать, читательский ресурс. Ну, как и некоторые, ну, как и фильмы в большинстве своем, так сказать, авторы, ну, точнее, эти режиссеры через свою призму мировоззрения и возможностей, так сказать, пропускают произведения письменное или документальное, вот. И мы видим его таким, каким они его представили в себе, так сказать, у себя, ну или там договорились как-то. Ладно, давайте тогда пошли. Да, выполняем этот квест с Грифоном. Узнаем, где Йеннифер. Курочки. Также есть еще интересная такая, так сказать, по иллюстрация всяких книжных произведений под названием манга, да. Вот. С ней тоже там есть некоторые нюансы, но в большинстве случаев она намного ближе к произведениям бывает, чем то же самое аниме. Ну, видно, он так посчитал нужным, я не знаю. Все же там, так сказать, по-разному бывает. Речка, золотая нива, очаровательная. Ну, или он самодурством Самый занимался. раз для засады. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Так, далее. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Сейчас мы тогда этого грифончика... Откуда они приманку тогда взяли? Пойдем-ка в тенек между березами. Манга слишком быстро читается. А что ты будешь делать, когда мы Зато найдем оно Йеннифер? как бы У тебя есть какой-нибудь олицетворяет то, контракт что на ты примете? представлял, Нет, пока читал. Ну, я если еду ты в повторно, Каэр конечно, Морфен. изучал. Рановато для зимы. Данное следующий произведение только Это в, меня так сказать, беспокоит. иллюстрированном виде. Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Ну, Понтер. я понял, что Значит, Кувшина они в своим неделе пути очень от едким и сильным запахом Если они попадут приманивает. в долину, прежде чем снег То есть она закроет используется перевалы, как бы в основе приманки. А уничтожить вот все следы.
Я же спрятать не наши видел, тропинки. как они мастерили до этого зимовки? козла или Ты козла. приедешь в этом году? Да, до Может Грифончика быть. дошли. И, возможно, не один. Слышишь? Он где-то рядом. О, все. Пойдем поздороваемся. Наступило то время, когда Возьми-ка. пожухлый Грифон будет повержен. О, и арбалет дали сразу. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. А, то есть мы не одни будем сражаться с Грифоном, да? Ага. Ведьмак с арбалетом. Целая армия друзей и интрига какая-то Хватит сохраняется. разговоров. Я Надо до сих пор Грифоном жду. заниматься. Думаю, вдруг это что-то ценное, какая-то вдруг резкая информация, которая поможет. Берегись! А как стрелять? А вот так стрелять. Как стрелять? Так, подожди, дед, я понимаю, как стрелять пытаться. Сейчас ударит! Понял, у него есть задержка при выстреле. Вот ты меч-то достань. Ну что-то не удобно с арбалета стрелять. Так, использовать их не будем, скорее всего. А почему ты не стреляешь? А, надо 2 раза нажать. Ну, урона он, в принципе, ну, немного наносит. Но по мне он пока еще даже не ударил. Холера! Быстрый! Да-да, быстрый. Только он бьет себя, дед. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Вот и опять улетел. Ну какой-то реально пожухлый дед. Пускай его! А что я не помню, на предупреждение стреляю. Или тут есть баллистика еще? Я не понял. А почему тут он... баллистика у арбалета, что ли, есть? Или это по факту он должен был улететь от нас? Кстати, иконка появилась с броней. И что у нас оружие сломается скоро. С названием игры. Приеду. Да-да. Там кого-то он есть, видимо, этот Грифончик. Но я как понял, мы с помощью этого арбалета его как бы на землю опускали. Ну ты Ну все, хорош, стрелять, хорош. Он, кстати, в деревьях застрял. И что, он сразу улетел? Стой, не уйдешь. Нехорошо. Поврежденные предметы. Ваш предмет поврежден. Почините. Да нет у меня пока времени чинить. Чисто тут стоим его, запинываем, беднягу. Ух, нанес урона. И сразу упал. Ну, сеты атак его какие-то очень
Ну, не то чтобы сказать сильные. Они по мне не попадают тупо. Да, самое топовое. У меня наушники чуть приглушены, так что я не особо слышу музыку. Неплохо, неплохо. Но еще есть над чем поработать. Так. Век живи, век учись. Хорошая, кстати, поговорка. Человек всю жизнь учится. Только не ведьмак. Нас двое? Иначе Думаешь, жизнь в одного я бы не очень справился? коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Ну, вообще, из написанного тобой, Увидимся вот в я, корчме. наверное, начинал смотреть Hunter x Hunter, вот буквально там серии 5. Дороро, ну, тоже первой серии глянул. Гурен Лаган. Это, по-моему, про ММО, РПГ перенесенных разумов людей. Тоже первый, второй сезон я видел, да. Золотой парень не знаю. Инициал D нет. 91 день это что-то знакомое. Наверное, я видел. Принц Страйда не знаю. Сау это классика. Первый шаг не знаю. Атака Титанов первые 2 сезона. Потом понял, что там все орут и все очень нехорошо в эмоциональном плане и забил. Сага о Винланде мне советовали посмотреть. Я вот начинал, наверное. Но буквально первую серию. Ну и потом как-то не пошло у меня. Тупо подзабил. Для тебя Бессмертный это что-то наподобие легкой комедии такой, где ГГ имбалансный. Дарованный не помню. И Адский рай. Ну такое прикольное, да. Там в манге, правда, более раскрыто, так сказать, более раскрыто иллюстрируют. Потому что аниме бралось типа с манги же все. Там поменьше цензуры и всего разного. Баскетбол, Куроку. Ну, я в принципе не особо интересуюсь этими всеми разными, так сказать, спортивными аниме, так что не знаю. Да, я видел, да, что он пытался только его бить. Сау это классика, да. Что мы на его? Язык чудовище, яйцо Грифона, он в себе его что ли носил? Или это то самое яйцо? Перья Грифона, можно его было и будет побольше. И трофей. Ну, Адский рай прикольный, но мне больше манга зашло. А Сау так вообще, ну, по-своему даже прикольный. Ну, наверное, сезонов 1 и 2. А 3 я как-то не дошел до него. Ну, точнее, начал, но что-то не особо зашло мне. Так, а сейчас нам вернуться надо и трофей этому мужику показать. Ну, погнали. Это место силы. Так Отсюда понятно, мы тут всех изливается защищали. В деревьях застреваю. Это, конечно, мощно. А, там дорога, то есть мы проехать по факту можем. Ага, тут ну типа мелководье. Волки с добычей. А мне нравятся волки с добычей. И скольких я убил? Одного, что ли? Ну, у них 5 уровень. Довольно-таки неплохой, но у них очень мало хп.
Я хотел их взорвать. Думал, сработает. Что, драться расхотелось? А, зажать это, сменить с верхней слоты, понял. Хуже манги с аниме САО. Ну, не знаю, я не смотрел мангу. Это, наверное, когда она хайпанула. Ну, или просто начала больно дико всем нравится. Посмотрел аниме. Ну, неплохо довольно-таки. Там из своих, так сказать, причуд он состоит, конечно, из сцен, так сказать, порезанных. Ну, прикольно. А, волки из Припяти, ну, так сказать, уже много чего повидали. А ты бегаешь, плотва, я не страшный. О, тут мужики отжимаются. Респект. Нам сейчас починиться надо будет. Дай дорогу. Что это такое, вашу мать? Жито. Ну да, да, ты вот Меня за слепого все, что держишь описал, или за вот, глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. все так, Значит, пишешь, за да, глупого. вот. Дьявол, когда же вы научитесь? Ну шутер это, я думаю, как Военный дополнение. кодекс. Оно не- Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Шутер, я думаю, дополнением. Нет, ради богов! Чего? Ну такая своеобразненькая, да. Я выполнил уговор, теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. А, то есть это Значит, такое все это время продолжение, она была да? в То одном есть дне пути после... отсюда. Мог бы мне об этом сказать. Мог бы. Но тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Ну, каждому свое, так сказать. Стой! Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото, чтобы не чувствовал себя в убытке. Так, в принципе, берем деньги, что от них отказываться-то? Зачем тут время вообще? Просто бы сказали бы, берешь или нет, а мы берем. Чела высекают чисто плеточкой. Нам вообще кузнец нужен? Вы шпионить или по делу? Я бы хотел починиться. Сделал. У нас тут рецептов появилась целая куча. А у нас же там есть рецепт какой-то меча. Какого-то хорошего меча. Вот этого. Нам не хватает слитка серебряного. А у тебя его нельзя купить, чел? Мужик. Нельзя купить. Например, у тебя. Вот стальной мы сделать можем. А серебряного у него компонента нет. А разобрать, если одно что-нибудь разобрать. Угу. Разобрать. Все, спасибо.
Надо понять, что из чего можно серебро выдавить. Из этого не... Нам просто серебро, а нам слиток нужен именно, да? Кровь чудовища. Да, там это стихи, ой, школы кота, там и, по-моему, чего-то подобного. А если из оружия, у нас же тут еще оружие есть. Его же тоже разбирать можно, да? Отключись. Отключись. Ай, эти подсказки, конечно, вообще мешают справа посмотреть, что получаем. Но у нас нету ничего. Ладно. А из просто серебра нельзя слиток сделать? Из просто серебра. Но у нас один слиток есть. Если мы его сейчас разберем, как я думал. Вот. А, это сталь вообще. Из серебряной руды мы получим что-то наподобие просто серебра какого-то толченого или переплавленного, или в порошке, в виде порошка. А если мы это разберем, получим серебряную руду. Ремесле крафт компонентов. Можем сделать железный слиток. Из серебряной руды мы можем сделать можем сделать слиток серебра, да. А чем этот отличается от этого? Типа у этого используются другие ингредиенты. Ага. Ну давайте сделаем и меч себе зафигачим хорош. Это стали, вот серебра нам надо. И опять же сюда возвращаемся. Зачем я вышел? Идем сюда. У нас денег хватает? Хватает. Делаем себе серебряный меч школы. А, змеи школы змеи, да. Я перепутал. Не школы кота, а школы змеи. Да, все сделали. Но если у нас типа уже один слиток был, нам надо было еще один. Если бы мы один разобрали, то у нас бы как бы их стало бы 0. И нам надо было бы скрафтить уже 2. Так, а меня слышно сейчас? Ну вот, что поделать. Меня сейчас слышно? Может, даже лучше слышно, чем было до этого? Так. Слышно, да? Хорошо. А слышно лучше или так же? Даже лучше. Ну, я до этого на реплике, так сказать, наушники подключал. А сейчас подключил к оригинальным, так сказать, геймпаду от Sony. Но у меня тут этот немного, так сказать, стик немного поломался, надо либо его будет отдать, либо присматривать что-то новое. Даже интересно будет самому пересмотреть, как там со звуком получше. А так мы скрафтили тут один из этих мечей. Сейчас заменим его по кайфу. Ну и все, у нас урон серебряного меча даже больше, чем стального, где-то раза в 3. Вот что вы
за сударь такое говорите? Присмотри. Это, однако же, не барское пока дело. Пока у бедного стримера нету денег на данные приблуды. Да, пока еще не, так сказать, не имеем средств на данные приобретения. Ой, на оригинальном, конечно, поприятнее играть. Поприятнее. Опять, кстати, двери залагали. Всего 45 тысяч. Это вы говорите неработающему, ну, сейчас, по крайней мере, молодому студенту. Да-да. Да-да. После выпуска уже там все будет, так сказать, видно. Ну, мы же цены пока еще не мониторили, точнее не смотрели, может она там чуть понизилась. А до этого-то было, да, больше полтоса. Так, вместе с Всемиром приготовиться покинуть Белый сад. Так, а тут получается у нас еще знаки есть. Сокровищ под охраной мы нашли одну из 3. Подождите, мы же... А, тут знаки вопроса были помечены все это время, а я тупил, искал их вживую. Вот же, блин, не сказали бедному стримеру, он тут ходил, искал все сам. Тут, оказывается, знаки вопроса были. Ай. Неизвестных мест мы нашли тут немного. Гнезд чудовищ тоже есть. Спрятанных сокровищ одно из 2. А лагерей бандитов тоже, да. Контрабанду зато все нашли. У вас она хотя бы в магазинах есть. Ну, где везет, там, так сказать, и упустит. А, да, то есть после записок открывается. Будем знать. Тут, кстати, вот что-то затопленное есть. Давайте тогда сходим это посмотрим. Потом к Всемиру. Посмотрим следующую локацию. Глянем, по какому она на масштабу. И будем потихонечку закругляться. Я думаю, мы, так сказать, практику в 4 часа пока не будем больше применять. Ну, максимум 3. Вот. В среднем 2, вот 3 часика, это хорошо. Ну, погоди. Ну, погоди, кстати, на мультик. Отсылочка. На город 1 магазин техники, а когда комп собирал, доставку со всей страны брал. Ё-моё. Это у тебя такой город, в принципе, маленький, или просто у вас там что-то не развито в плане техническом? Ну тут лодка разбитая. Сейчас на дно сплаваем, посмотрим. Понял, значит город маленький. У нас, в принципе, он тоже не особо-то и большой. Так что... Сейчас всплываем. Ну, вроде все забрали, то, что тут было. А было тут немного. Но это все, во всем виноваты шоссе, дорожные перекрытия, дороги и речка. Я тебе говорю. Ну и плохая дорога.
А что у нас, кстати, висит вон голова Грифона, что она дает? Трофей. Плюс 10 мастификатор, шанса отрубить конечность. Ну, прикольно. Это так чисто геймплейный моментик. Ну, все. А, не забывай еще про болото, точно. Болото тоже присутствует в данной местности, где проживаем мы. Шевелись, плотва. Так, попробуй столицу нашей необъятной от края до края пройти. Ох! Да, проживал я в Москве, так сказать. Много-много всяких интересных мест. Столько же много всякого различного народа, народностей. Всякого различного вида людей. Ну, имею в виду по характерам, всяким различным своим вероисповеданиям и всему подобному. Да, Москва вмещает в себе все всевозможное. Иди к дяде. Иди к дяде. Спасибо. Это там на метро, блин, 2 часа где-то или 3 занимает от края до края проехать. Это до того, как я уехал где-то года 4 оттуда назад. Вот. Сейчас скандал будет. Это занимало, наверное, со старыми ветками. Вот со старыми ветками часа где-то 3. Это еще кто такие? Патриоты. 7-ю чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Сейчас, получается, у нас либо будет драка, как я думаю, либо очень длинная катсцена. Ну, имею драка в виду в геймплейном плане с нашей стороны. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Какие Так, нехорошие. может, правду люди говорят, что ты шлюха нильфгаардская? Продвигают свои новые взгляды, так сказать, нифльгардцы. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Хрен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам, что они гнева Божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы, Анулька, тебе при родах не помогала... А мы чисто уши развесили, слушаем. Заткнулась. Что? Не боишься гнева Божьего? Не боишься, сука? Етить. Ё-моё. Какая Оставь. дамочка своевольная. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь. А вот, кстати, упоминание про эльфов было. А мне все интересно было, какие тут расы присутствуют. Они уже не отступят. Вижу. Но мы их, надеюсь, убивать-то не будем. А то этих пьянчук-то... А, не, убивать будем, значит. Ну, вы по кругу-то меня нет, не начинайте. А то, блин, начали по кругу водить хороводы.
Да, жесткач. Ничего, все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него боги! Уходите и не возвращайтесь. Мы там до сих пор-то, ребят, список ведем, кто к нам хорошо относился. Ну вот и все невмешательство. Можно будет вписать, Пойдем. наверное, травницу. Кого еще? Охотника, возможно. Охотник вроде к нам без предрассудков относился. Не мы это начали. О-папа. 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 Ха-ха. Трактирщица, ну не сказать бы, что она особо виновата, она просто, так сказать, живет в этом кружском круге людей. И ей потом Я получила донесение, придется что в не Белом разбираться с саду появился последствиями, ведьмак. а как Я бы знала, проживать что с данного вида людьми и ты ищешь объясняться. Я что, могла бы думаю, лучше подождать, было бы пока уйти, ты меня да, нам. найдешь. Ну ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Ну а так, ну, не думаю, что она Рада какого-то тебя зла видеть, желала, эта трактирщица. Я бы тебя обняла. Только ты весь в крови. Но мы, конечно, еще книгу мести-то не завели. Прости, я не надеялся тебя встретить. А надо бы. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без Нильфгардского Ну, по факту мы эскорта. спасли их от Грифона, но Не пойми меня сделали неправильно, это я за, тоже рад тебе. так сказать, Но мне вознаграждение кажется, ты должна нам и объяснить. за, так Я сказать, объясню. Но вы оказанную помощь со стороны Седлайте этого коней. главы лагеря. Она, конечно, может нам и должна быть благодарна с какой-то, ну, определенной точки зрения. Но мы тоже хороши, там всех покромсали. Так что, так сказать, такое обоюдоострое мнение тут может сложиться. Так, откуда такая спешка? Последние Я бы 6 не прослушал месяцев я весь провел диалог, в седле, я не рассуждая. видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Тот, кто ждать не любит, и кто? Император Эмгир Вар Эмрейс. Имгир вам Эмрейс. Плачущее на курганах Белое врагов. пламя, плачущее на курганах, что-то Сомневаюсь, там. чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел А, мы меня уже с этим убить. мужиком встречались, который нас А ждет, теперь да? он хочет сделать тебе предложение. Предложение какое-то сделать хочет. Из числа тех, от которых нельзя отказаться. Я не Все, отказалась. чатик Хотя могла бы. поднялся на восстание. Чатику надо крови, больше крови. А давайте спросим, что он ей предложил. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь Прям независимостью. так? И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. Какая своенравная Я поеду в особа. другую сторону. Сдается Волевая мне, что император ведьмочка. приглашает Йон- только тебя. Йеннифер. Кроме того, у меня есть чем заняться. Каэр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. А, и все, мы тут со своим наставником прощаемся, так У сказать, тебя прибиваемся конь к Йеннифер. Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Спешка, спешка. Ну, либо нас кто-то ищет, и мы кому-то нужны. Потому что тут целый боевой отряд оставили с этой ведьмой. Кстати, она нас сама нашла, прикиньте. Мы ее вроде искали. Сколько там? Определенное время, ну, там полгода они в путешествии. А в итоге она сама пришла и, так сказать, нашлась. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала. А потом
Что? Чисто с улыбочкой начал рассказывать, как она ему снилась. Ну тут пришли вестники войны, эти как там, как они называются, я не помню, честно. Я забыл, да, я не помню. Дикая охота, хочешь сказать, что ли? Ну какое-то у них такое себе название своего боевого, так сказать, подразделения, полка, армии, я не знаю, что они из себя тут представляют. И какая их численность присутствует. О, сейчас магии долбанет. Молнией. А почему мы молнией не обладаем? Я бы тоже хотел так шарахать, чисто из рук пускать струи. Не только пламени, но и какой-нибудь другой стихийной дребедени. Хорошо. После аудиенции. И притом город так недалеко еще находится, или это так с катсценой скипнулось далеко? В поисках Йеннифер, своей давней любви, Геральт очутился в окрестностях деревни Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. Все так, В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом, в Изиме. Ну, короче, мы при помощи всяких знаков, да, используем магию, придавая ей нужную нам форму, понял. Ух. Ух. Ох, как хорошо. Это все за наши эти бесчисленные подвиги. За то, что мы уничтожили Грифона, спасли множество красавиц, добыли также очень много золота и всего разного. Пожалуй, достаточно. Это наш, получается, король видеть хочет, да? Угу. И мы перед королем как бы должны благоухать и, так сказать, порхать. Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Ваша милость, присядьте на этот бержат. Куда? Чисто на такому дикарю объяснять эти самые признаки вежливости и всему подобного, и этикета, да. Неблагодарно это дело. Ну я бороду, чисто я бы бороду оставил, ну. Я тоже себе бороду хочу. Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне все серьезности. Так, все так. Но лишает вас элегантности. Ну и нафиг ее. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Так особенно если в ней завелись вши. Я долго был в дороге. Неважно. Ну вот он как Делай быстро согласился, дело. блин. Прошу откинуть голову. Ой, Геральт. Лишился столь прекрасной и утонченной бороды. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. А ты кто такой? Очередной цирюльник? Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. То есть это командующий, да, вот этим сопровождали подразделением. Ни один из них не вернулся в Изиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Ну, потом как-нибудь обязательно сделаем это. Так. Кто скажем, что их убила такая-то сущность в виде гномика. Кавалькада призраков, скачущих по ночному небу? Вестники войны, о которых рассказывают мужики? Думаешь, я в это поверю? Они не реальные, что ли? Тут типа легенды, что ли? Я думал, они типа реально существуют и возможно, всякое творят разное. Подстричь и одеть, но научить манерам — это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз против роста волос? Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Ну все, завелся, бедняга. Или скорее, до свидания.
Превосходно. Теперь, ваша милость, извольте одеться. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет сжать, портной внесет поправки. А где моя одежда? Там, где ей давно следовало оказаться. У прачки. Ну ладно, Вы хотя бы не получите сожгли. её после аудиенции, чистый и накрахмаленный. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. А то бывают такие кадры. Ну вот давайте, наверное, выберем сейчас фраг. Получается, и на этом сегодня закончим. Так сказать, разговор с королем и всем подобным оставим на следующий раз. Тут покройка разная, как я понял. Ну, наверное, я бы взял либо вот этот крайний, самый правый, либо самый левый. Не длинный разговор там будет. Ну, давайте тогда еще и прослушаем, и тогда и после короля и закончим. А то ролик так 3 часика уже идет. Надо будет, так сказать, еще немного делов поделать домашних. Ну, давайте правый возьмем. То есть я с каждого могу взять? Типа с этого я могу рубашку взять, с этого ботинки. А можно все забрать? Оно дорогое? Я просто не особо заценил. По 46 монет, ну в принципе неплохо. Ну давайте заберем, ладно. Но одежда как бы комплект у нас из всех 3 есть. На нас одеты, Чёрный точнее. к лицу, вашей милости. Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите? Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. Мы и так бледные, как достаточно поганка. ясное лицо. Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Я не невежа. Ну что в этом сложного? Корпус опустил, и все, и хорошо. Продемонстрирует. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхи под фонарем Ух, поклониться. как вульгарно. Но не императору Нильфгаарда. Прошу взглянуть. Стопа вытянута, ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Так, получается, что у нас? Ведьмак, я не должен склоняться ни перед кем. Пошли все лесом. Я абсолютно серьезен. Знает ли ваша милость, что грозит за нарушение этикета в присутствии Убийство императора, возможно? 200 палок. Я не желаю этого для вашей милости, поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор, пока не буду уверен, что вы умеете себя вести. Ну давайте вот это возьмем. Ваша милость, здесь не время и не место для глупостей. Ваша милость, смотрите...
Стопа Ну ты угораешь, вытянута, что ли? ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Пусть ваша милость повторит. Плохо, плохо, плохо. Еще раз. Стопа. Да ладно, Пусть все ваш- хорошо. Я просто решил все варианты просмотреть. Что ж, прошу за мной. Ладно, погнали тогда. А, вообще в другую сторону. К императору Какой зануда будет все-таки этот обращаться мужик. только по его явному соизволению, соответственно, его именуя. Ваше архивеликолепие? Вижу, ваше милость в настроении шутить. Боюсь, император может этого настроения не разделить. Достаточно, ваше величество, сказанное громко, выразительно и с почтением. Книжки потырить. Ух. Чувствую, коллекция наших интересных историй пополнится. Поклон! Император. Арер аэпто орде. Эвелен Наманвадгарн, Лаворт. Еще будем мы склоняться перед всякими старикашками. Столько месяцев при дворе Фольтеста, а даже основ этикета не освоил. Ну, есть поговорка. Старого пса новым фокусом не научишь. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена. А значит... Молчи. Моя дочь Цирила вернулась. И она в опасности. За ней Какой гонится дикая своеобразный портрет получился. охота. Найди ее и приведи ко мне. Особенно лицо там как-то искажено, по-моему. Сколько людей в твоем войске? 20 тысяч, 30? Почему я? Ты сам знаешь. Потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства. Как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Я, честно говоря, Цири помню изначального обучения. Как персонажа я с ней не разговаривал особо, ну там во взрослом виде, так что сказать о ней не могу. Ну, и отыгрывая за Геральта, как он выразился, будем искать Цири на мотивацию. Так сказать, мотивацию поднять. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Меррит, проводи его к чародейке. Так, ну разговор с королем закончился. Сейчас, наверное, отведут к Йеннифер. Спокойно. Ничего не случилось. С вашей милостью ничего, это правда. А меня ждет кара. Какая? Прошу вашу милость держаться в рамках приличия и никого не задевать. Хватит нарушений этикета на один день. Чисто такое мальчишеское противостояние всему, что просит. Так сказать, лишь бы пойти поперек слова. Давай, Лот, хорошего тебе времени суток. Давай, удачки. Готовься к экзамену.
Тут внутренний дворик у них есть. Ты куда? Мы тоже сейчас потихонечку заканчивать будем. Наверное, до Йеннифер дойдем и там поговорим. Ну, разговор с ней, наверное, тоже недолгий будет. Чтобы, так сказать, закончить всю диалоговую часть. Или подождите. Поговорить с Йеннифер. А перед этим можно полутаться. Ну ладно, значит, оставим все на следующий. Ваша милость, как только вы закончите, прошу прийти ко мне за своими вещами. А на сегодня, дорогие друзья, у меня, блин, эти ютубовские стикеры не прорисовываются. У меня тупо квадратик этот стоит. И hands yellow, heart red написано по-английски. Что за фигня, не знаю, правда. Надо будет потом разобраться. А на сегодня, дорогие друзья, все. Всем желаю хорошего времени суток. Так сказать, утра, дня, вечера или ночи. Также хочу заметить, что на канале можно найти плейлист со всеми, так сказать, прохождениями. Так сказать, если хотите быть в курсе всего там, того, что мы совершили в путешествии с Геральтом. Да. Следующий стрим, скорее всего, будет на следующей неделе. Так что в понедельник, скорее всего, оформим. И, возможно, по Секиро. Опять же, пост будет выложен. Я сегодня его поздновато, конечно, выложил, но в следующий раз обязательно будет пораньше. Да. О, здорово, здорово. Здорово всем цветочкам и подсолнухам. Да, мы пока заканчиваем. Ну еще раз, всем пока. Всем удачи.